Всем привет-привет! Вы на канале Verba Nails, и я рада, что вы сюда заглянули. Видео с этим маникюром, конечно же, есть на канале, и выполняли мы его ровно 4 недели назад. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Ну а сейчас приступим к коррекции. Я уже сняла старое покрытие твердосплавной фрезой и зашлифовала зону натурального ногтя. Теперь же я выполню комбинированный маникюр. Для этого сначала алмазной фрезой с красной насечкой пламя я поднимаю кутикулу и зачищаю боковые валики. Работаю в двух направлениях. Сначала одну сторону ноготочка обрабатываю, затем вторую. И скорость фрезы примерно 5000 оборотов. Кутикула наросла не сильно, но вот боковые валики нужно, конечно, хорошо обработать. Убираю пыль и ножничками обрезаю кутикулу. Тут, в принципе, ничего нового, классический срез ножницами. Единственное, что потом я доработаю еще кутикулы и боковые валики алмазным шаром. Также на небольших оборотах я разворачиваю ручку боком и зашлифовываю боковые валики и срез кутикулы. После всего этого убираю пыль, обезжириваю ноготочек и на обезжиренный ноготь уже наношу бескислотный праймер. Я нанесла тонкий слой базы, просушила в лампе 30 секунд и далее непосредственно делаю выравнивание ногтевой пластины. Работаю каучуковой базой от фирмы Fox. Выравнивание готово, и теперь добавим цвета. Все ногти у нас будут разных цветов, притом левая и правая ручка тоже будут между собой отличаться. И сейчас я наношу первый слой тонко на все сразу 4 ноготочка одной руки и просушиваю в лампе. На безымянный ноготочек сразу наношу 2 цвета, и нам нужно добиться эффекта таких мазков краски на холсте. И прям по мокрому смешиваю между собой 2 оттенка неровными такими брызгами. Докрашиваю средний ноготь обычным цветом и сушу в лампе все 30 секунд. На безымянный ноготь наношу второй слой гель-лака, повторяю абсолютно те же самые движения. Единственное, что уделяю некоторое внимание зоны у кутикулы, прокрашивая тонкой кистью. И вот сейчас, нанеся второй слой, понимаю, что в принципе можно было мазки эти делать уже на втором слое, а первым слоем нанести просто однотонно вот этот бежевый оттенок. Прямо по мокрому слою наношу более темный цвет гель-лака и прямо кистью начинаю туда-сюда водить, оставляя рваные брызги краски и неровные мазки. Чем более неровные, тем интереснее получается. Просушиваю все это дело в лампе 30 секунд, и пока ноготочек теплый, начинаю отпечатывать фольгу. Ноготочек немножко уже остыл, поэтому фольга отпечатывается мелкими кусками, но мне в принципе этого будет достаточно для дизайна. А тем временем на правой ручке мы выполним градиент из 2 цветов. Для этого я сделала промежуточный цвет, смешав бежевый с синим и создав такой голубоватый оттенок. Так градиент получается более плавным. Постепенно растушевываю кистью градиент, периодически вытирая кисть о салфетку. Иначе, если краска останется на кисти, то можно наделать грязь на ногти, а это нам не нужно. В любом случае градиент я всегда делаю в 2 слоя, поэтому первый слой может быть не самый идеально чистый, гладкий, ровный, но максимально стараемся приблизить его к плавному переходу. Уже после растушевки тонкой кистью прокрашиваю зону у кутикулы и боковых валиков. Рисовать будем уже на готовых ногтях, поэтому сейчас перекрываю все ногти топом. Далее рисуем простые веточки цветами гель-лаков, которые мы использовали в маникюре. Я сначала располагаю капли гель-лака, где должны быть листики, а потом тонкой чистой кистью уже вытягиваю острые носики из каждого листика и свожу их к ветке.
Я рисую достаточно быстро, поэтому сразу сделаю 2 ветки и уже потом готовые веточки посыплю акриловой пудрой. Но в принципе, если вы рисуете медленно, чтобы избежать растекания рисунка, можно сначала выполнить одну ветку и посыпать ее пудрой, просушить в лампе, потом стряхнуть пудру, которая осталась на ногте, и уже нарисовать вторую ветку и также посыпать ее пудрой и просушить. На втором ногте будем рисовать абсолютно такие же ветки. Единственное, что поменяем цвет на второй основной оттенок нашего маникюра. На этой руке мы будем выполнять одну веточку в технике литье. Для этого гель-краску для литья у меня это Эми черный тюльпан. Я рисую точно такую же веточку, просушиваю в лампе и впоследствии буду отпечатывать фольгу. И литье я перекрываю всегда 2 слоями финиша, чтобы она хорошо наносилась, потому что части рисунка все-таки выступают немного больше над ногтем и могут стираться. Итак, наш дизайн готов. Получились веселые, атмосферные, такие весенние ногти. Вся задумка маникюра принадлежит полностью клиенту, и я, честно говоря, не была уверена до конца, что получится красиво, но результатом в итоге мы обе с клиенткой остались довольны. Поделитесь вашим впечатлением от данного дизайна, как вам эта идея и выполнили бы вы такой маникюр себе или своему клиенту. Если вам понравился данный маникюр, то поставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. А у меня на этом все, скоро увидимся, пока-пока!